Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз. События августа и к чему все идет. Давайте узнаем, какие энергии будут оказывать влияние на ваш знак зодиака в августе месяце. А планетарно первая половина начала августа, оно более спокойное, да и ретро. Меркурий тоже нас призывает куда-то не торопиться. Вот задержки могут быть. Задержки на транспорте, получение корреспонденции. Могут быть сбои в электронных системах взаиморасчета. Вот с этим мы можем столкнуться даже по части финансов, к примеру. Солнце во Льве. Вопросы любви и личной жизни, мои дорогие. Причем по Солнцу во Льве это та любовь, которая не платоническая, это земная, чувственная, страстная и много эмоций, причем самых разных, от разочарований до восхищений и восторгов. Марс в весах немножко путает карты и создает некоторый эмоциональный фон от желания уединиться до внезапно возникшего желания куда-то отправиться, поехать. И вот это будет со знаком плюс. Я должна сказать, если мы говорим весы, это баланс, то нас призывают, может быть, в августе месяце рассматривать наиболее чаще альтернативные варианты, нежели стараться что-то с элементом перфекционизма доводить до совершенства. Вот именно вот этот баланс в умелом переключении с одного на другое. Потому что мы можем думать, что сейчас я вот закончу и получу какой-то шедевр, а за это время пройдет какой-то срок, и мы упускаем возможность, понимаете? Тут как пространство, Вселенная, какая-то невидимая конфигурация перестраивается и заставляет нас перестроиться так же. Ну, давайте с вами узнаем. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Это факт и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Ну вот, что же вам выпадет? У нас 78 дверей колода. Открыты двери или закрыты? И каковы ключи? Давайте узнаем, какие двери будут открыты. А куда, может быть, и сами не пойдем. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. И прочитайте астрологический прогноз. Подсказок будет больше, я так думаю. Первые три карты начала августа. Мы к середине августа уже, кстати, будем ускоряться. Жизнь постепенно, если спокойствие где-то, или даже пауза, будем говорить. Какая-то, кстати, умиротворенность, потому что у нас будет 9 числа полнолуние в Козероге, осетровое полнолуние. Поэтому такая, знаете, безмятежность где-то может присутствовать в том или ином дне, начале августа. А потом жизнь набирает темп, ход, и уже к концу месяца мы можем куда-то настолько ускориться, и потом, оглядываясь назад, даже удивляться, как изменилась в течение одного месяца наша жизнь или темп жизни. Так вот, к чему все идет? Начало или первая половина и вторая. Давайте попробуем соединить. Зачем это все было нужно? Какой ключевой момент может быть и так? Что вам нужно услышать? Следующая карта будет называться «Путешествие». Ну, может быть, и перемещения, какие-то поездки недалекие. Сфера ваших достижений – это планы, проекты, идеи какие-то. И что будет дальше? Карта с заходом на сентябрь. Итак, что же там поначалу? О, Верховная Жрица – это та, которая все знает. Слушайте свою интуицию. Может быть, с учетом Короля Мечей вам и нужно по закону решить какой-то вопрос, оформить документ, причем так неоднозначно. Может быть, и в сыром виде закон, допустим, не позволяет это сделать, но часто выходят дополнительные подзаконные акты, которые несколько меняют конфигурацию закона. Поэтому карта подсказывает, если ты не знаешь, как решить какую-то проблему, ты можешь ее отчасти, слушая интуицию, прояснить через доверенных лиц, либо через экспертов. Все-таки это у нас тут эксперт. И часто по королю мечей проходят люди в форме, или это те люди, которые имеют определенные рычаги влияния. Может быть, для кого-то юрист, адвокат, а для кого-то и врач. Мы, кстати, в первую половину месяца, и это прекрасное время, можем заниматься своим здоровьем. И не обязательно, что мы болеем. А нет, тут мы, наоборот, улучшаем что-то. Или мы должны набраться, успеть набраться оптимизма,
Ну, почти на год вперед, мои дорогие скорпионы. И тогда не надо додумывать, нужно именно что-то прояснять, делать что-то наяву. Да, интуиция может давать правильные подсказки, как направление, но после этого рационально какую-то тему вам придется решать. И действовать где-то тоже по закону. Вы можете и столкнуться с таким человеком. Может быть, это, кстати, вопросы, которые по части финансов и банков, потому что девятка кубков. С одной стороны, это карта эгоиста. Я сказала, могут быть такие энергии, когда ничего не хочу, хочу уединиться. И, может быть, на начало месяца для кого-то из вас совершенно необходимо взять эту паузу, словно отойти от дел. Но есть, конечно, возможность по девятке кубков так и подзастрять в этом состоянии, потому что не случайно мы говорим эгоиста. А что тут надо? Вот нам показан человек, он доволен собой, все есть. Еду подносят, кубок в руках. Ну, что ему не нужно, тут собачка рядом бегает. Стол от яств всевозможных ломится. Ну, финансы у вас как раз в начале месяца, по крайней мере, так нам обещают, они у вас есть, деньги будут. Но как ими распорядиться, может быть, вы думаете? Или я допускаю для вас какую-то финансовую тему. Нужно додумать, тоже решать, почему я говорила, вопросы, связанные с банками, может быть, у кого-то погашение кредита, у кого-то, наоборот, ипотека, или ваши планы, которые связаны с вашими достижениями, работой, бизнесом, но есть какая-то финансовая все-таки удовлетворенность, мои дорогие, когда она вас, с одной стороны, может и сковывать. Не хочу ничего менять. Вот я хочу вот так и больше никак. Ладно, давайте посмотрим энергии второй половины августа по пажу кубков. Ага, перестроиться придется. Вот смотрите, по пажу кубков это тот человек, который, ну, где-то символизирует убитое время. Это современная колода 70-80 дверей, как я сказала. Нет дверей закрытых. И, кстати, в этих картах тоже. Для вас все двери открыты, мои дорогие скорпионы. Но какая-то инфантильность, ненадежность идет по этой карте. Иногда это наши, может быть, как новые контакты, новые люди. Вот здесь не торопиться в плане доверия. Может быть, и есть какой-то новый проект, я такое тоже допускаю. Явно нужно что-то просчитывать. Башня. И тут мы словно должны успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ведь это карта трансформации. И смотрите, как будто запрыгнул, а потом осмотрись, что происходит вокруг. С одной стороны, какая-то система меняется, ведь по башне очень часто система проходит. И мы говорили о законах, смотря что вы, какой план перед собой ставите. Здесь явно, если у вас есть такие грандиозные планы, замыслы по части переездов или важных оформлений, согласований, вы можете столкнуться. Вы приходите, допустим, в какую-то инстанцию, учреждение, а там уже начальник другой или доверенное какое-то лицо другое. Предыдущий человек уволился, а у вас с ними были какие-то договоренности, вас никто не предупредил. Вот здесь по части людей может быть какая-то ситуация, когда прежняя вроде бы, может быть, кстати, я могу такое предположить, вы уже даже ну, кого-то успели поблагодарить, и вот такое может быть. А потом получается, что от человека конкретного нет. Или той ситуации, той возможности уже нет. И приходится на ходу что-то переигрывать. Вторая половина августа может быть с этим связана. Но все равно по аркану умеренности тут что-то быстро не происходит. Это два старших аркана, и они всегда символизируют обстановку внешнюю. Или пусть закон, порядок, какой-то регламент. Мы тут не можем явно что-то ускорить. Но, может быть, ведь по аркану башня нам как будто не нужно что-то продолжать. Может быть, в чем-то настаивать, упорствовать в какой-то в своей теме или в своем мировоззрении. Так к чему все идет? Видимо, для кого-то из вас, может быть, как необходимо отправиться куда-то, совершить поездку, как разведка боем, да, ну, переместиться в определенную местность, чтобы там на месте переговорить с нужными людьми, увидеть своими глазами, определиться, нужно это вам или нет. Тут нужно максимально конкретизировать что-то вам, потому что по-другому как будто, ну, поезд дальше не пойдет.
будет вот эта самая башня. Как в тупик мы себя можем загнать, понимаете? А потом будем еще и подзастрять можем, вот кстати. Будьте внимательны к людям, которые вам что-то обещают, мои дорогие скорпионы. Ну вот смотрите, по десятке пентаклей нам тоже где-то девятка кубков, десятка пентаклей, денежная карта. Это карта дома, это карта семьи, это карта возможностей. Это может быть еще и такой момент, если у кого-то связано с переездом, что вы сначала перемещаетесь в одно место на какое-то время, да, потому как вы планируете переместиться еще куда-то. И вот у вас сейчас, в августе месяце, будет необходимость как бы обжиться в этом месте. Или, ну, тут может быть связано именно с работой, или откуда к вам приходят деньги, или даже личная история. Или пусть это будет связано с вопросами жилища, и, может быть, у кого-то ипотека, или, опять же, через личную историю, или через рабочую. Вот явно есть вопросы дома и денег на кону в августе месяце. И будет зависеть еще от того, с кем вы сотрудничаете или с кем вы договариваетесь. Здесь нужно принять во внимание, мои дорогие, если вы куда-то отправляетесь, там вторая сторона вас тоже должна как будто ждать. Или вот вам должны открывать эти двери. Вам придется, иными словами, что-то просчитывать на пару шагов вперед. Все карты говорят об этом. Потому что вот смотрите, как аркан умеренности ничего не происходит, так и по аркану повешенный. Мы можем просчитаться, и тут нельзя просчитаться, ведь если тут башня, а здесь повешенный, по повешенному идет иногда элемент жертвенности. Но и где-то, вы знаете, это наш опломб. Именно в этой колоде, обратите внимание, закрытых дверей нет, в том числе и здесь. И, кстати, аркан башня, тут надо успеть выбежать из этой башни. Двери открытые. А по аркану повешенный это человек сам себя поместил в куб. Он показывает фокусы. Он демонстрирует. И нам говорят, не переиграй. Иначе какая-то игра переходит в опасность. А ты этого можешь не заметить. Ты кому-то что-то демонстрируешь. А нам показан даже человек, который вообще беспристрастно, без эмоций. Такой холодный, расчетливый, даже лицо такое. Наблюдает товарищи, ну-ну, как будто думает про себя. Ну и сколько ты еще выдержишь? Какая-то игра не имеет смысла, мои дорогие. Вот есть такой пункт, потому что мы себя на какую-то бесконечную паузу можем поставить. Более того, и состояние здесь может граничить с какой-то опасной ситуацией. Будьте, мои дорогие, внимательны. Вот есть какое-то место, куда нам точно не нужно. Вот посмотрите, полярные карты. С одной стороны, я сказала, где вам рады, где вас встречают. Но здесь ведь человек сам по себе. И вроде бы есть и второй персонаж в этой карте, да? Но он ведь ничего не предпринимает. Он вот так вот хладнокровно, жестко, я бы сказала, наблюдает. То есть явно есть какое-то направление, куда вам не надо. Или наоборот, когда, может быть, из какого-то тупика вам нужно выходить. И это для вас совершенно другие перспективы открывает, другие возможности. И вы-то сами ресурсны. Не случайно, может быть, карта Верховная Жрица. Слушайте интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. И вот, кстати, Верховная Жрица, дальше у нас Король Мечей идет. Мы сказали рационализм, то есть вы продумываете что-то свое, свой план действий, возможно, а потом надо сразу в реальность это переложить или прояснить, как работают законы, или как какой-то алгоритм в отношении того, что вы хотите осуществить, работает. Тут нужно знать наверняка и надеяться на себя. И не нарушать, кстати, закон, чтобы себя где-то не вергнуть в какую-то бесконечную паузу. Да и люди-то тоже у вас должны быть надежны, ведь опять же об этом нам говорят. Значит, где-то ваши желания, ваши контакты и конкретно место вашей безопасности. Вот 3 вот этих пункта в августе месяце сплетаются в один узор, в какой-то алгоритм, и вам вот все 3 пункта нужно постоянно держать под контролем. Интересно. Ладно, давайте посмотрим на поездки, перемещения, какие-то ваши планы. Вот смотрите, все неоднозначно, карта Луна как раз об этом. Есть и ожидания, не без этого. Но это ожидание мы на поездки смотрим.
Может быть, это как ожидание документа. Это обычный регламент, когда мы не можем это ускорить. Вот как девушка, которая нам показана на заднем плане этой карты, она беременна, ждет ребенка, прогуливается по берегу. Понятно, не ускорит она этот процесс. Вот и вам карта говорит, что-то вы, как ты тут не желай, как ты тут не ускоряй. Наоборот, может быть, активность проявите, а потом и пожалеете. Я такое не исключаю. Ваша задача сейчас словно попасть вот за эти двери. Ведь нам башня показана. И по аркану Луна нам уже говорят, это вот сейчас период такой. Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но это тысяча пока неопределенностей. И вот вместо безопасности, вот в эту башню, за эту дверь, у вас задача попасть. Дверь закрыта. Ни замка, ни ключа, есть только ручка и страж дверей. Хамелеон. И вам придется договариваться с хамелеонами. Какая-то ситуация неоднозначная. Вам люди могут не говорить всей правды. И вы можете столкнуться с людьми ненадежными. Мы уже об этом с вами говорили. Интуиция зато по максимуму работает в этой карте. Я, конечно, такое допускаю для тех, кто в паре. Иногда карта Луна свидетельствует об эмпатии, о доверии, о решении каких-то домашних тем и вопросов, и у вас десятка пентаклей. Может быть, и о путешествии с любимым человеком, и это будет волшебно. Если у вас ваша именно личная история, она определена, и вы рады тому, может быть, времени, когда вы можете побыть друг с другом наедине, или пусть куда-то поехать, отойти от какой-то суеты. Вот эта карта будет проигрываться со знаком плюс. И правда, отправляйтесь в путешествие. Вот именно со своим любимым спутником, так чтобы вам вдвоем было хорошо. И для вас это будет волшебная перезагрузка. Потому что тут и вряд ли что-то мы ускорим, но будьте внимательны. Может быть, выбирая, допустим, по месту путешествия, перемещения, где вы будете останавливаться. Здесь тоже может быть не все однозначно, мои дорогие скорпионы. Нам ведь тут Пизанская башня показана вообще-то. И на первый взгляд то, что нам может не понравиться, ну как Пизанская башня, какая мы можем подумать, это крепость. Она падает, однако она падает столетиями, еще столько же простоит. Поэтому и дверь нам под наклоном художник прорисовал. Так вот мы можем думать, что то, что выглядит незрачно, оно, ну, не имеет продолжения. А тут будет наоборот, это место вот как раз этой самой безопасности. Не все однозначно по аркану Луна, и это касается ваших перемещений, поездок, а может быть и согласований, мои дорогие, в высоких инстанциях с чиновниками, с людьми, наделенными властью, сферой влияния. И тут вам договариваться с хамелеонами. Ваши достижения – тут вам все равно кто-то приходит на помощь. Или, знаете, если вы сейчас в паре, то это ваши достижения вы, наверное, отложите на потом. Где-то тема августа – это тема отдыха, приятных встреч, доброго времяпрепровождения. Ну, может быть, и когда вы занимаетесь сами собой, своим домом, кстати, вы тут можете доделывать какие-то мелкие детали в своем жилище, благоустраивать, делать более комфортным. Или, может быть, по вашему творчеству, кстати, то, что вы откладывали в долгий ящик, руки дойдут, как будто вот это тоже может быть. О себе могут где-то напомнить ваши прежние связи, друзья. Это, тем не менее, по достижениям. Но у нас есть еще и незрелая карта паш кубков, мои дорогие. Иногда шестерка кубков говорит об ностальгии. И если вдруг, вот я, по крайней мере, вижу так, из прошлого какой-то человек к вам появляется, а у вас уже с этим человеком была какая-то неоднозначная ситуация. Может быть, и человек неплох, и общение приятно, но вот элемента надежности нет. И я бы не сказала, что вам нужно двигаться в этом направлении. Берегите себя сами, чтобы эмоции не взяли верх. С эмоциями будет, может быть, и сложно. По шестерке кубков иногда проходит наше жгучее желание именно из прошлого что-то привлечь или как-то провзаимодействовать. Ну, вот если вы что-то активизируете, и оно как будто, знаете, по судьбе нам не положено, так оно и закончится ничем, понимаете? Тут вот такой очень тонкий вибрирующий нюанс,
переложите на себя. Но я спросила на сферу достижений. Это работа, планы, может быть, это у кого-то планы и по личной жизни, да, я такое тоже допускаю. Но, видимо, не совсем тут с какой-то прежней историей. Ну, какой прежней? Может быть, той историей, которая вам хорошо знакома. Может быть, и люди возвращаются, и, кстати, по ретро-меркурию могут вернуться люди из прошлого. И это не факт, что именно те, кого мы будем рады видеть. Может быть, и тема какая-то есть, кстати, как нерешенный вопрос. И вам придется это закрывать по закону. Я могу предположить. Хотя вот это, наверное, у единиц. Потому что больше шестерка кубков о приятном общении и об удовольствии. Не совсем, прямо скажем, о достижениях. Что будет дальше? Восьмерка кубков, мы идем вперед. Видимо, есть какие-то темы или нерешенные задачи, которые вам предстоит, тем не менее, в августе решить или на что-то решиться. Мы ищем выход, и мы его находим. Значит, уже где-то к окончанию августа проясняется, если сначала, вот как по аркану Луна, непонятно, тысяча неопределенностей, к концу августа постепенно все встает на свои места. Может быть, и вы возвращаетесь буквально из отпуска или из какой-то поездки. Но и для вас какая-то перезагрузка все-таки происходит, потому что по восьмерке кубков все же мы идем вперед. Или мы уходим, выходим из создавшегося положения, или от какой-то сложной ситуации. Но это сделать не так просто, и уходим мы налегке. Нам показан человек, который просто идет вперед. Врата открыты, но явно вы тут к сентябрю месяцу на что-то решитесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.